Приветствую, друзья! Кроме известного всем бренда Queen of Audio, у компании Kenera есть еще одно дочернее подразделение под названием Celest. В основном там выпускаются различные ультрабюджетные модели, однако в этот раз производителем было сделано исключение. Стоит Phoenix Cool целых $130 и представляют из себя гибридные 5-драйверные наушники с 3 различными типами излучателей, из которых один динамик диаметром 7 мм, 2 разные среднечастотные арматуры и тоже 2 плоских, то есть планарных 6-мм излучателя собственной разработки, отвечающих исключительно за высокие частоты. Причем все это без труда можно рассмотреть сквозь идеально прозрачный корпус. Выглядят наушники, конечно, просто фантастически, да и звучат, честно говоря, довольно-таки интересно. О них сегодня и говорим, собственно. Поехали! Пришли наушники в небольшой коробке с изображением стаи птиц, контролем подлинности устройства и списком из технических характеристик, где стоит отметить общий импеданс модели, равный 32 Ома, и ее чувствительность в 103 дБ. В комплект нам положили инструкцию с заводским графиком АЧХ, памятку о том, кто такая эта птица Феникс, плотный бокс из кожзаменителя, металлическую фигурку той самой легендарной птицы и 2 набора недорогих силиконовых амбушюр. Что мешало докинуть в комплект КБ-07, лично мне непонятно. Зато кабель здесь на отличном. У меня сразу на 4,4 мм балансном джеке, а так он толстый, витой, в достаточной степени гибкий и с сопротивлением на каждой из жил, равным 0,09 Ома, что, как вы понимаете, просто гениально. Сами чашечки выполнены из гипоаллергенной смолы, сквозь которую прекрасно видна вся кухня модели, включая динамик, 2 плоских излучателя, 2 балансные арматуры разного размера и акустические трубки, по которым все это, не смешиваясь, подается в звуковод. Где, кстати, тоже не все так просто. Лично я смог насчитать целых 3 фильтра от компании Nose. А следовательно, их можно извлечь и накрутить любые другие, тем самым полностью переработав звучание наушников. Компенсационное отверстие, как видим, вывели куда-то в бок, а с внешней стороны нанесли мистически выглядящее небо со стаей странных птиц. Смотрится это шикарно, посадка очень удобная, да и с амбушюрами здесь никаких вопросов нет. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас быстрый, как в игровых решениях, импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 1%, что все еще в пределах нормы. Фаза ведет себя естественно, а затухание на 30 и 60 дБ составляют классические уже значения, причем вообще без возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 10 дБ с легким ослаблением на саб-части, хороший такой заход на середину, аналогичной амплитуды выделения области разборчивости, пик имитации ушной раковины и классический уже пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. После чего акцентами на 13 и 18 кГц нам, так сказать, подчеркнули высокочастотную составляющую. Сравнить мне это, честно говоря, особо не с чем, так как это не похоже ни на один из известных мне таргетов. Примерно так это выглядит на фоне почти хармоновской кривой. Или так на примере реализации кривой диффузного поля. В целом, конечно, график приятный, без острых пиков, с серьезным таким акцентом на басу, подчеркнутый ритм секции и неплохой протяженностью на верхах.
По подаче же, если слушать Phoenix Call сразу после Queen of Audio Aviation или чего там настроенного по Харману, создается ощущение некоторой недостачи относительно ширины сцены. То есть мы имеем эдакий тоннельный эффект. Это не хорошо и не плохо, просто довольно-таки непривычно. Многих, уверен, это даже отпугнет. Но по моему опыту к такому быстро привыкаешь и уже через пару дней никакого дискомфорта не испытываешь. Назовите это прогреванием или как угодно еще. Сам же звук здесь достаточно собранный, певучий, с приличным разрешением, отличными атаками и явным таким акцентом на высоких частотах. Без рези, грязи и сибилянтов, но баланс тут очевидно смещен. Впрочем, на фоне их протяженности, точности и приятной слуху легкой теплоты ничего плохого сказать про высокие частоты я не могу. Бас не самый глубокий, что я встречал, однако он текстурный и, если говорить о танцевальной электронике, хорошо так качающий. Свеженьким диджейским сетом технотерапии из Стамбула я буквально заслушивался. Середина же как раз из тех случаев, когда прозрачность и техничность грамотно сочетаются с мелодикой и выразительностью. Да, звучание получилось очень эффектным и прямо цепляющим, если, конечно, прикрыть глаза на ту самую ширину сцены. А вот к ее глубине у меня лично вопросов нет. Каждый инструмент, вне зависимости от его расположения, хорошо читается и прекрасно вписывается во все музыкальное полотно. Конечно, для оркестровой или другой академической музыки я их, наверное, рекомендовать не буду, но для чего-то попроще они довольно-таки хороши. Сравнить же их могу в силу описанных причин только с другой новинкой KBR Streamer, которая в свою очередь базируется на одном, довольно крупном динамике, а следовательно намного жирнее, темнее и мягче героев обзора. Туннельный эффект в них, кстати, тоже присутствует, но он не так сильно выражен. Схожесть этих моделей как в плане дизайна, так и ключевых аспектов звучания наводит меня, откровенно говоря, на некоторые мысли о стороннем OEM-производителе. Но это лишь мое предположение. По стилистике тут лучше ориентироваться на такой параметр, как количество инструментов. Для небольших джазовых команд, рок-групп, соул, разнообразной электроники или, например, чего-то вокального, модель вполне неплохо раскроется, позволив даже поймать свой вау-эффект. А вот для чего-то концертного и широкого лучше посмотреть в сторону других моделей. Добавить мне здесь особо нечего. Звучание яркое, выразительно, с хорошей толикой музыкальности и одновременно с приличным разрешением, динамикой и легким таким кристальным эффектом. Если бы не недочет со сцены, они вполне могли бы потягаться с другим бюджетным хитом компании, моделью Aviation. У них все действительно не менее масштабно, сочно и очень подробно. Итогом гибридные пятидрайверные наушники Celeste Phoenix Call удобно сидят, имеют просто фантастический внешний вид, да и кабель в комплекте чуть ли не эталонного качества. Сэкономили, получается, только на насадках. По характеру же это одновременно техничное, прозрачное и очень насыщенное музыкальное звучание. Если бы не явно выраженный тоннельный эффект и легкий перевес на верхах, был бы еще один хит. А так, крайне удачное решение, но исключительно в свою цену. Весело, мелодично и просто сверхдетально. С чем-то подороже они, на мой взгляд, едва ли сравнятся, хотя на фоне других бюджеток им действительно есть чем нас удивить. В целом круто, но некоторое ощущение неполноты происходящего у меня лично сохранилось. А на этом, друзья, у меня все. Это были наушники Celeste Phoenix Call. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Подписывайтесь на них. Всем, друзья, добра!